Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я вас приглашаю в новое путешествие по Франции. Мы поедем с вами в город Амьен. Город Амьен – это родной город нынешнего президента Франции и его супруги. Впрочем, президенты приходят и уходят, и, может быть, через какое-то количество лет об этом президенте даже и не вспомнят. Но вот романы Жюль Верна, я думаю, еще будут читать. Ну что, поехали! Добро пожаловать в Амьен, историческая столица Пикардии. Город расположен в треугольнике Париж, Брюссель, Лондон. От Парижа до Амьена 150 километров, от Амьена до Брюсселя 180 километров и до Лондона от Амьена 245 километров. И первое, что бросается в глаза, это особенность архитектуры домов этого города. Дома, построенные из красного кирпича, причем построены в основном в XIX веке. Первое, что меня встретило, вот когда я вышла из машины, вот такие скверы. Вот здесь большой зеленый сквер. Но начнем, как всегда, наше знакомство с городом с собора, главного собора города. Мое самое первое впечатление, что город очень-очень зеленый. Вот самое первое. Смотрите, какие интересные автобусы здесь. Вот таких в Париже нет. Информация до собора от этого места, где я стою, 6 минут всего лишь пешком. И 6 минут до офис де туризма, то есть там, где я возьму плат города сейчас. Я приехала рано, город еще спит, только просыпается, вернее. Смотрите, какие интересные крыши. И чайки кричат до моря, до Ла-Манша, отсюда всего лишь час дорога занимает. Я была в этом городе много лет тому назад, и особенно мне запомнился собор. И вот он перед нами, этот собор, один из самых больших во Франции. И сначала мы с вами посмотрим собор. И как в любом городе французском, есть муниципальные велосипеды, естественно. И вот очень хорошо ходит транспорт общественный. Вот такие замечательные автобусы электрические. Давайте посмотрим. Кажется, в алтарной части идет сейчас служба. Но этот собор огромен. Огромен. В соборе сохранился лабиринт. Так же, как и в соборе города Шартра. Ну, о значении символики лабиринта я вам уже рассказывала. Кто не смотрел, смотрите видео о Шартре. Но вот здесь тоже полностью сохранился старинный лабиринт. Поскольку здесь никого нет, пожалуй, я пройду сейчас по лабиринту и загадаю желание. Вот туда, к центру мне надо. Идет реставрация органа и западной розы. Этот собор необыкновенный. 42 метра высота. 42 метра – это уже лимит, выше которого больше не строили готические храмы. Кафедральный собор города Амьена, так же, как и в Париже, называется Нотр-Дам, Богоматери. Это шедевр готического искусства. Он является самым большим средневековым собором в мире. И, кстати, этот собор в 2 раза больше, чем собор Парижской Богоматери. Построен он был в XIII веке, причем достаточно быстро, всего лишь за 70 лет. Вы можете сравнить собор в городе Амьене и собор в городе Шартре. Шартр смотрите по ссылке в описании под этим видео. Ну а теперь будем знакомиться со старым городом. Старый город, старый квартал посмотрим. И еще у них здесь есть знаменитые огороды на воде. Вот это я и хочу посмотреть. Плавающие сады раскинулись на маленьких островах площадью в 300 гектар, а каналы протяженностью 65 километров. Когда-то здесь были болота. На древних болотах сначала добывали торф, а потом стали использовать для выращивания овощей и фруктов. Сегодня это природный заповедник в 2 шагах от центра города. Знаменитые огороды на воде можно на кораблике электрическом, но его нужно заказать заранее. Я решила прогуляться пешком и посмотреть эти огороды на воде. Прогулка по садам на воде 7 километров туда и обратно. И согласно архивам, сады на воде, Jardin sur l'eau, существовали с 1492 года. Смотрите, помидорчики. Ой, какая там тыква большая. Вот вы ее видите, тыква? И хороший урожай яблок.
зайдем в шоколадный магазинчик племянника Брижит Макрон, потому что их шоколадные магазины существуют уже с 19 века. Это старая традиция, известная семья здесь, в этом городе. Огромное количество здесь ресторанов на набережной реки. Вот смотрите, с видом на собор, где мы только что были. Но сейчас 11 часов, еще все закрыто. Обед начинается с 12. Ну что, стоит, пожалуй, перекусить где-то. Будучи с самого начала связанным с водой, Старый Амьен отличается тем, что как будто изборожден многочисленными каналами. Квартал Сен-Лю называют Северной Венецией. Живописный квартал, домики с цветными фасадами, словно приглашают к прогулке. Кафе, рестораны, пабы приглашают вас на свои уютные террасы. Это у них называется дерево желаний. Привязываешь платочек, тряпочку, загадываешь желание. Но больше маски висят. Очень много масок медицинских, то, что после осталось ковида, видимо. Интересно, что в этом городе настроение меняется в зависимости от квартала, где ты идешь. Да, было очень здорово гулять вдоль реки, но чуть-чуть отойдешь вот в сторону, буквально 5 минут от собора, и почему-то этот город уже навевает тоску на меня. А вот он, знаменитый шоколадный магазинчик Жан Троньо. 6 поколений уже. Давайте подойдем поближе. Недалеко от собора, в центре города, находится кондитерская Жан Троньо. С XIX века дом Троньо является семейным предприятием, которое на протяжении 6 поколений передавалось от отца к сыну. Сейчас семейным бизнесом управляет Жан Троньо, представитель 6-го поколения и внучатый племянник Брижит Макрон, супруги нынешнего президента Франции. Помимо шоколада и кондитерских изделий, компания известна своими фирменными макаронами. Ежегодно их выпекают 2 миллиона штук. Рецепт макарон, который прославил эту компанию, остался неизменным с момента его создания Жаном Батистом Троньо в конце XIX века. Используется та же технология изготовления вручную и тот же список ингредиентов, состоящих только из натуральных продуктов: миндаль, сахар, мед, яичный белок, миндальное масло и горький миндаль, без консервантов и красителей. Одна шоколадка 5,50, но все равно это дешевле, чем у Пьер Эрме. А это драже миндаль в сахаре, традиционный десерт на свадьбе и на торжествах по случаю дня рождения. Такие конфеты дарят обычно на свадьбу французскую. Они еще делают свои собственные макароны. Они примерно вот такие. Так. Миндального теста. 14 макарон стоит 14,90. 25, 21,90. А вот это 6 поколений этого семейства. Шоколадники. А теперь отправимся к дому, где жил Жюль Верн, а по дороге расскажу вам немного о тех событиях, которые произошли с племянником Брижит Макрон буквально 2 месяца тому назад. В мае этого года Жан-Батист Троньо, внучатый племянник супруги президента, был избит неподалеку от кондитерской. По словам его отца, нападавших было примерно 10 человек. Эти люди регулярно участвовали в разных демонстрациях. А в начале июня в Амьене проходил суд. 2 из нападавших были приговорены к году тюрьмы, 3-го отпустили. Интересно, что один из приговоренных – это француз 36 лет, без определенного места жительства, с трудом умеющий читать и писать. Вся эта информация взята из открытых официальных источников. А это здание муниципальной библиотеки. И поскольку мы с вами в родном городе президентской четы, 2 слова о Брижит Макрон. Брижит Макрон родилась в Амьене в семье Жана Троньо и была 6-м и самым младшим ребенком. Она училась в частной католической школе. В 1974 году вышла замуж за банкира Андре Луи, родила 3 детей.
Преподавала она французский язык и латынь в Амьене в частном католическом лицее. Там же она вела и театральный кружок, который посещал Эммануэль Макрон. Со своим мужем она вскоре развелась, и, несмотря на разницу в возрасте 24 года, в 2007 году она вышла замуж за Эммануэля. А это цирк города Амьена, цирк Жюль Верн. До дома Жюль Верн остается немного. Этих цветов здесь очень много. И они очень ароматные, пахнут медом. А это бульвар Жюль Верна. Так что я уже подхожу к дому Жюль Верна. Жюль Верн женился на жительнице Амьена и в 1871 году окончательно поселился в этом городе. Здесь он написал большинство своих романов, которые принесли ему успех. Писатель активно участвовал в общественной жизни города и в конце XIX века открывает цирк, который носит его имя. Жизнь в провинциальном городе течет неспешно. Музей Жюль Верна закрыт во время обеда с 12:30 до 2 часов. Не судьба, как-нибудь в другой раз. И еще меня удивил в этом городе Амьенский небоскреб или башня Перре. Отовсюду видна башня Перре, называют ее так по имени архитектора Огюста Перре. Начали строить башню в 1949 году и завершили в 1952. В башне были спроектированы квартиры, но никто не хотел здесь селиться, так как цены были на 15-20% выше, чем в традиционных домах. И только 10 лет спустя первые жильцы въехали в этот дом. Кстати, это первый небоскреб во Франции высотой 100 метров. 2-3 часа на этот город вполне достаточно, а дальше вы либо возвращаетесь в Париж, либо продолжаете путешествовать хотя бы к морю на самый дорогой курорт Туке. До Туке, то есть на пляже Ла-Манша от Амьена, дорога займет всего лишь 1 час. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо вам за лайки и за ваши комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!